Российский ученый тайком заполучил ДНК сына Кабаевой, подтвердил его родство с Путиным. Долгое время по сети гуляют расследования про Путина и российскую гимнастку Алину Кабаеву. Но реальных доказательств того, что Путин находился в каких-то интимных связях с известной гимнасткой, не было. Многие пытались заполучить более подробную информацию о детях Алины Кабаевой. Эту информацию тщательно скрывает Служба безопасности президента РФ. Однако один из ученых Уфимской лаборатории долго вынашивал план по разоблачению нашего президента. В этом году ему улыбнулась удача. Он нанял несколько профессиональных сыщиков, которые следили за Алиной Кабаевой и пытались вычислить, где живет и учится ее сын. После долгих месяцев слежки за Кабаевой им удалось понять, кто же является ребенком любовницы Путина. Единственный способ по-настоящему доказать связь Путина и Кабаевой – это провести ДНК-тест. В школу, где учится ребенок Алины Кабаевой, устроился подставной учитель, который должен был заполучить ДНК ребенка, однако сделать это оказалось непросто. Сын Алины Кабаевой довольно скрытный ребенок, почти ни с кем не общается и мало контактирует с учителями. После нескольких потраченных месяцев в этой школе, подставному учителю все-таки удалось заполучить ДНК. Заполучить дело одно, а вынести его из школы было еще сложнее, так как Федеральная служба охраны усилила надзор за этой школой и проводила тщательный обыск работников школы. Странно, что такой объект, как школа, пускай даже и элитная частная школа, находится под тщательным присмотром ФСО. Но эту операцию нужно было завершить, подставной учитель вынес ДНК ребенка на своей расческе. Ей удалось заполучить волос. После всего, волос был доставлен в Уфу, в лабораторию, где работает тот самый ученый, который решил раз и навсегда разоблачить неожиданный успех Алины Кабаевой на политической арене. Существовала еще одна сложность – заполучить ДНК самого Путина. По сути, у каждого государства есть его ДНК. Так как существует тайный договор о том, что каждый политический лидер должен предоставить свой генетический материал, чтобы была возможность распознать двойника. Но простому ученому сложно заполучить ДНК Путина. Пришлось задействовать фиктивные документы, чтобы убедить Международный генетический фонд в том, что российской лаборатории необходимо получить генетический материал лидеров 3 стран СНГ, чтобы распознать, если у них общие потомки. Трюк сработал, ученый заполучил ДНК Путина. Имя ученого раскрывать мы не можем, есть риск, что его убьют. Тест на отцовство является одним из самых простых тестов. Через день после сравнения двух ДНК стало понятно, что сын Кабаевой также является сыном Владимира Владимировича Путина. Опубликовать данную информацию и предоставить все доказательства оказалось не такой простой задачей. Данная лаборатория является государственным предприятием, чтобы вынести какие-либо исследования за ее пределы, нужна веская причина. Долгое время подтверждение всех расследований, проводимых различными российскими и иностранными изданиями, находилось взаперти в лаборатории. Но настал день, когда работник лаборатории задержался в своем кабинете допоздна, и охранник разрешил ему самостоятельно отдел лаборатории. Результаты были вынесены за пределы лаборатории. В скором времени эти данные будут опубликованы в одном иностранном издательстве. Эту информацию мы получили от нашего инсайдера, который перехватывает большинство людей из России, которые пытаются связаться с иностранными издательствами. Мы решили добыть еще более эксклюзивную информацию. Для этого мы отправились в Уфу, чтобы лично поговорить с героем нашего сегодняшнего видео. Оказалось, что найти хоть одного работника этой лаборатории почти невозможно. Они все живут под засекреченными именами. И такого здания вообще не существует на карте. Однако наш инсайдер сообщил, что данный персонаж проживает неподалеку от центра города. В тихом районе, название которого мы не можем сообщить. Мы смогли отыскать его. Странно, что он с радостью согласился дать нам интервью. Оказалось, что он очень давно питает ненависть к семье Путина. Он хотел использовать свои профессиональные навыки, чтобы разоблачить президента и разрушить культ личности, который строился долгие годы государственными средствами массовой информации. Многие люди видят Путина в очень прекрасном свете. Их заставляют его таким видеть. Он якобы отстаивает семейные православные ценности. Однако никого не смутило, что очень давно он развелся со своей официальной женой, неизвестно по какой причине. Хотя в государственных СМИ была выдвинута версия о том, что жена Путина, Людмила Путина, была недовольна тем, что муж много времени тратит на работу.
не бывает дома. Его официальные дети не видят отца месяцами. Вещатели с телевизора выставили Владимира Владимировича заложником ситуации, якобы посмотрите, сколько он работает, даже на семью времени не выделяет, все ради вас, дорогие граждане России. Вернемся к нашему интервью. Ученый сказал, что оценивает риски и собирается в скором времени бежать из страны за несколько дней до выхода расследования о сыне Кабаевой. Он сказал, что нет никаких сомнений, что за ним направят специальный отряд ФСБ, чтобы устранить угрозу. Но он уже заручился поддержкой иностранного правительства, и его защитят спецслужбы той страны, в которую он собирается уехать. Теперь становится понятным, как Алина Кабаева, которая всю жизнь была спортсменкой, занималась спортом, не училась на политолога или экономиста, в один миг стала председателем Государственной Думы. А также стала главой медиахолдинга, ни дня не проработав в медиасфере. Понятное дело, Путин обеспечил ей эффектное положение в обществе. Многочисленные квартиры и дачи давно уже были раскрыты главным оппозиционером России. Она просто вовремя улыбнулась и подставила одно место очень нужному человеку и получила путевку в жизнь. Также стоит отметить, что информация о связях Алины Кабаевой и Путина появлялась в официальных изданиях России и нескольких стран. Отношения Путина с Кабаевой начали складываться в апреле 2008 года. Тогда мир впервые облетела новость, что у Алины Кабаевой и тогдашнего президента РФ Владимира Путина планируется свадьба. Такая информация появилась в издании «Московский корреспондент». Эту статью перепечатали такие именитые мировые СМИ, как «Шпигель», «Стерн», «Die Welt», «Die Presse». Реакция самой Кабаевой и Путина не заставила себя ждать. Пресс-секретарь спортсменки потребовала опровержения информации, а сам Путин на пресс-конференции в Сардинии всего через неделю после публикации заверил, что в этой истории нет ни одного слова правды. Уже через несколько дней после публикации владелец издания, московский корреспондент Александр Лебедев закрыл его, объясняя этот шаг нерентабельностью газеты. А иностранный сайт The Daily Beast, ссылаясь на неизвестные источники, в то же время утверждал, что издание прекратило свое существование по звонку кремлевских спецслужб. Об отношениях возможных любовников впоследствии написали в изданиях New York Post и Paris Match. Если вам понравилось данное видео, и вы согласны с нашим заключением, то ставьте лайк. А если вы считаете иначе, можете тыкнуть дис, однако совершенно необходимо озвучить свое мнение в комментариях. Спасибо за просмотр. До скорых встреч.